Сотрудники зоопарка «Бургер» были в восторге, когда узнали, что у их любимой гориллы Нгалы скоро родится малыш. Однако, когда люди увидели, кого родила горилла, они раскрыли от удивления рты и долго не могли поверить своим глазам. Саймон посвятил большую часть своей жизни работе с животными. В первую очередь мужчина занимался гориллами, которые всегда очаровывали и привлекали его. Эти величественные и могучие существа занимали особое место в его сердце. Вскоре Саймон получил должность в зоопарке в Нидерландах, где содержалось несколько приматов. Мужчина был буквально заворожен величием горилл, живущих там. Но одна из них особенно привлекла его внимание. Ее звали Нгала. Саймон быстро изучил все подробности о жизни этой очаровательной гориллы и был полностью очарован ею. Нгале, родившейся и выросшей в дикой природе, на тот момент было уже 20 лет. Благодаря уму и эмпатии животного с ней было очень общаться, что свидетельствовало о положительном влиянии людей, с которыми горилла встречалась с раннего возраста. Хотя у Саймона были обязанности в первую очередь по уходу за молодыми гориллами, он постоянно общался с Нгалой в свое свободное время. Другие сотрудники зоопарка с улыбками наблюдали за быстро крепнущей связью между Саймоном и Нгалой, благодаря ее дружелюбному характеру и желанию общаться с людьми. Когда это было возможно, Саймон играл с молодыми гориллами рядом, наблюдая за ее поведением и взаимодействием с ее сородичами, что давало ценные знания для оптимального развития молодых горилл. Саймон приглашал Нгалу присоединиться к остальным гориллам на их территории вольера, весело катаясь по полу вместе с энергичными животными. Это позволяло мужчине видеть, как Нгала реагирует и регулирует их поведение. Нгала, как опытная мать, быстро усмиряла любое непослушание среди молодых сородичей. Учитывая ее очень общительный характер, такое поведение было не редкостью среди приматов. Тем не менее, Саймон не переставал удивляться необычным взаимодействием между приматами, которые он наблюдал каждый день. До определенного момента все было гармонично между Нгалой и молодыми гориллами. Однако в один самый обычный день произошло что-то неожиданное. Саймон вошел в вольер, собираясь от души поиграть и порезвиться с молодыми гориллами. Вот только Нгала в тот так и не присоединилась к их играм. Это повторялось в ближайшие несколько дней. Такое отклонение от обычного поведения гориллы вызвало беспокойство мужчины, сигнализируя, что с его любимицей что-то могло быть не так. Решив разобраться в ситуации, Саймон нашел Нгалу в вольере и осторожно подошел к ней с молодыми гориллами. Тогда он еще не знал, что это было его ошибкой. Не зная о нежелании Нгалы общаться, молодые гориллы с радостью побежали к ней, радуясь встрече с любимой подругой. Они даже не заметили, что она никак не отвечала на их энтузиазм. Неожиданно Нгала набросилась на молодых горилл, заставив их в замешательстве отступить в сторону. Повернувшись спиной к Саймону, она ясно дала понять, что с ней что-то происходит. Обеспечивая безопасность молодых горилл, Саймон инстинктивно предоставил Нгале пространство, которого она, оказалось, так жаждала. Сначала мужчина решил, что у нее просто трудный день, но это агрессивное поведение повторялось снова и снова. Саймон собрал сотрудников зоопарка, чтобы обсудить ситуацию. Коллеги рассказали, что почти каждый из них сталкивался с похожими проблемами в поведении Нгалы, но они не придавали этому большого значения. Решив найти ответы, люди вместе обратились к ветеринару, чтобы узнать о возможной болезни взрослой гориллы. Ответ ветеринара удивил их всех. Оказывается, Нгала была беременна. Это открытие потрясло всю команду, так как они даже не догадывались, что Нгала нашла самца для спаривания. Несмотря на удивление, сотрудники были очень рады, ведь Нгала вскоре должна стать мамой еще одного драгоценного малыша. Узнав о беременности гориллы, сотрудники оперативно обеспечили Нгалу всем необходимым для ее благополучия, включая достаточное свободное пространство, которое в этот момент ей было жизненно необходимо. Несмотря на ее общительность, гормональное состояние животного заставляло ее все чаще уединяться от других сородичей. Гориллы очень редко рожают детенышей в неволе, поэтому новость о беременности Нгалы стала настоящей сенсацией среди любителей животных.
В социальных сетях зоопарка был настоящий ажиотаж. Все хотели знать состояние беременной гориллы и предполагаемую дату родов. Люди со всей Европы выражали желание посетить зоопарк в этот момент и стать свидетелями рождения малыша-гориллы. Нгала хорошо переносила беременность, хотя первые признаки проявились у нее раньше, чем ожидалось. Однако опытные сотрудники объяснили это ее предыдущими родами, предполагая, что это вполне естественно. Ветеринар подсчитал, что срок ее родов будет в середине лета, и начались приготовления к этому времени. Но у природы были свои планы. С приближением весны Саймон и другие сотрудники зоопарка заметили, что у Нгалы очень усилился инстинкт гнездования. Она еще больше отдалилась от других горилл и стала тщательно устраивать будущее гнездо для себя и малыша. Это поведение было явным признаком приближающихся родов. В прохладную весеннюю ночь сотрудникам зоопарка сообщили, что у Нгалы неожиданно начались схватки. Новость быстро разлетелась среди сотрудников, и они поспешили вернуться к своим обязанностям, желая стать свидетелями маленького чуда. Никто из них тогда не подозревал, какое необычное зрелище их ждет. По прибытии в зоопарк Саймон сразу же узнал у ветеринара о состоянии Нгалы. К облегчению мужчины ветеринар заверил его, что с беременной гориллой все хорошо, и она чувствует себя замечательно. Несмотря на переживания ветеринара и остальных сотрудников насчет преждевременных родов, уже через несколько часов Нгала родила своего драгоценного малыша, вызвав этим восторг у всех свидетелей произошедшего. Люди смотрели, не отрываясь, как новая мать инстинктивно подняла своего крошечного детеныша и прижала его к груди. Это было очень трогательное зрелище. Однако их радость быстро сменилась тревогой, когда через пару минут поведение гориллы резко изменилось. Нгала внезапно положила новорожденного детеныша на землю и даже слегка оттолкнула его, а затем улеглась в стороне от беспомощного малыша. Горилла вертелась на земле и полностью игнорировала своего детеныша, а смотрители зоопарка затаили дыхание в страхе, прекрасно понимая, что это поведение несовместимо с материнскими инстинктами животного. Ветеринар, полный беспокойства, поспешил к вольеру, готовый к любым потенциальным осложнениям, желая обеспечить безопасность Нгалы и ее детеныша. Но на полпути мужчина внезапно замер на месте. Ветеринар стоял в изумлении, его взгляд был прикован к чему-то шокирующему и неожиданному. В этот момент Нгала рожала второго малыша, что было просто невероятно. Удивленный ветеринар срочно позвал остальных сотрудников, чтобы поделиться этой чудесной новостью. Весь персонал снова ликовал, наблюдая за удивительным событием. Нгала родила второго здорового детеныша. Рождение близнецов среди этих приматов – чрезвычайно редкое явление, а в неволе подобных случаев раньше не было. Сама Нгала казалась невозмутимой после всех этих чудесных событий, нежно держа обоих малышей в своих лапах и кормя их своей грудью. Мать гориллы оказалась очень заботливой, и близнецы быстро росли и крепли под ее бдительным присмотром. Благодаря этому невероятному событию зоопарк «Бургер» стал невероятно популярным среди жителей города и туристов, которым хотелось лично стать свидетелями чуда природы. Саймон все так же продолжает работать с гориллами, проявляя особое внимание Нгале и ее детенышам, которые значительно подросли и стали полностью самостоятельными. Саймон ни капельки не жалеет, что он посвятил свою жизнь гориллам, считая этих могучих созданий одними из самых удивительных и умных животных в мире.